Постановка вопроса. Прежде чем приступать к созданию какой-либо теории мироздания, необходимо определиться с понятиями, которые создают фундамент этой теории. Без четкого определения начальных и граничных условий не может быть создана полноценная теория. Давайте сначала определимся, что такое время. Долгое время признавалось абсолютным, и только в 20 веке при создании своей теории Эйнштейн предложил идею об относительной природе времени и ввел время как четвертое измерение. Но прежде чем определить абсолютную или относительную природу времени, необходимо определиться, что же такое время. Почему-то все забыли, что время является условной величиной, введенным самим человеком и в природе несуществующей. В природе существуют периодические процессы, которые человек использует как эталон для согласования своих действий с окружающими. В природе существуют процессы перехода материи из одного состояния или формы в другое. Эти процессы протекают быстрее или медленнее, и это они реальны и материальны. Во Вселенной непрерывно происходят процессы перехода материи из одного состояния в другое, из одного качества в другое, и они могут быть обратимыми и необратимыми. Обратимые процессы не затрагивают качественного состояния материи. Если же происходит качественное изменение материи, наблюдаются необратимые процессы. При обратимых процессах эволюция материи идет в одном направлении, от одного качества к другому, и поэтому возможно количественно оценить эти явления. Таким образом, в природе наблюдаются процессы изменения материи, протекающие в одном направлении. Возникает своеобразная река материи, имеющая свои истоки и устья. Материя, взятая из этой реки, имеет прошлое, настоящее и будущее. Прошлым является то качественное состояние материи, которое она имела раньше. Настоящее – это качественное состояние в данный момент. А будущее – это качественное состояние, которое эта материя примет после разрушения существующего качественного состояния. Необратимый процесс качественного преобразования материи из одного состояния в другое протекает с определенной скоростью. В разных точках пространства одни и те же процессы могут протекать с разной скоростью, причем в некоторых случаях она варьируется в довольно широком диапазоне. Для изменения этой скорости человек придумал условную единицу, которую назвал секундой. Секунды сливались в минуты, минуты в часы, часы в сутки и так далее. Единицей измерения послужили периодические процессы природы, такие как суточное вращение планеты вокруг своей оси, в период обращения планеты вокруг Солнца. Причина подобного выбора проста – это удобство применения в повседневной жизни. Эту единицу измерения назвали единицей времени и стали повсеместно употреблять. Интересен тот факт, что многие народы, изначально изолированные друг от друга, создавали очень близкие календари, которые могли отличаться числом дней в неделе, началом Нового года, но по продолжительности года у них была очень близкой друг к другу. Именно введение условной единицы времени позволило человечеству организовать свою деятельность и упростить взаимодействие между людьми. Единица времени – это одно из величайших изобретений человека, но необходимо всегда помнить изначальный факт – она искусственно созданная величина, описывающая скорость качественного перехода материи из одного состояния в другое. В природе существуют периодические процессы, которые послужили основой для создания этой условной единицы. Эти периодические процессы объективны и реальны, а созданные человеком единицы времени условны и нереальны.
Поэтому любое использование времени как реального измерения пространства не имеет под собой никакого обоснования. Четвертого измерения, то есть измерения времени, просто не существует в природе. Именно повседневность и повсеместность применения единицы времени, которые сопровождают человека с первого момента его жизни до последнего, очень часто создают иллюзию реальности времени. Реально не время, а процессы, происходящие в материи, единица измерения которых служит единица времени. Происходит подсознательная подмена одного другим. И как неизбежный результат подобной подмены реального процесса единицы его измерения, это слияние в человеческом сознании одного с другим, сыграло с Homo sapiens злую шутку. Стали создаваться теории мироздания, в которых время принималось как объективная реальность. Объективной реальностью являются процессы, протекающие в материи, а не условная единица для измерения скорости протекания этих процессов. Другими словами, в начальные и граничные условия создания теории мироздания ошибочно вводилась субъективная величина. И эта субъективная величина при развитии этих теорий мироздания стала одним из подводных камней, о которых разбились эти теории мироздания. Давайте попытаемся выявить и другие подводные камни общеизвестных теорий мироздания. Прежде всего, давайте определимся с понятием материи. Под материей понимается объективная реальность, данная нам в ощущениях. Ощущение – это информация, поступающая в мозг об окружающем нас мире через органы чувств. Назначением органов чувств человека является обеспечение оптимального существования человека как живого организма в окружающей среде. Органы чувств человека сформировались в результате адаптации человека к условиям существования в занимаемой экологической нише. Поэтому развитие органов чувств шло по пути оптимального приспособления организма человека к экологической системе. Таким образом, органы чувств развились и сформировались в результате адаптации к условиям существования в экологической нише и служат для тех форм материи, которые сформировали экологическую систему в целом и экологическую нишу, занимаемую Homo sapiens как видом. Это предназначение органов чувств человека, и поэтому ощущения, полученные через эти органы чувств, будут соответствовать качественной структуре материи, образующей экологическую систему. Появление разума у человека не изменило природу его органов чувств, поэтому наши органы чувств могут дать нам представление только о той материи, которая формирует экологическую среду обитания человека. Созданные человеком приборы только позволили расширить диапазон восприятия наших органов чувств, а не проникнуть в новые качества материи. Наши органы чувств ограничены, и поэтому неизбежно будет ограниченным наше представление о природе материи. Адаптация к условиям существования в экологической системе и познание природы материи – две абсолютно разные вещи, которые желательно не путать. Абсолютизация наших органов чувств является еще одним подводным камнем существующих теорий. Наши органы чувств дают нам представление о 4 агрегатных состояниях физической плотной материи – твердой, жидкой, газообразном и плазменном, а также об оптическом диапазоне продольно-поперечных волн и об акустическом диапазоне продольных волн. Все остальное не воспринимается нашими органами чувств и не может быть объективной реальностью, данной нам в ощущениях. Вполне естественно, что представление об окружающем нас мире мы получаем через наши органы чувств, и только через них, но это не означает абсолютизацию наших ощущений. Следует вспомнить, что человек существует в срединном мире между макрокосмосом и микрокосмосом.
И поэтому все наши представления сложились в результате наблюдения за этим промежуточным миром природы. В то время как законы природы вершатся именно на уровне макрокосмоса и микрокосмоса. И человек имеет дело только с проявлениями этих законов в промежуточном мире существования человека. Наблюдение за проявлениями законов микро- и макрокосмоса в промежуточном мире человек создал картину этого промежуточного мира, которая довольно точно отражает состояние этого мира существования человека. Но эта картина не отражает природу микро- и макрокосмоса полностью, и поэтому не может претендовать на полную передачу картины мироздания в целом. Таким образом, современные представления о природе только частично отражают действительность и универсальные законы, которые создал человек, порой преподносят неожиданные сюрпризы при попытках человека проникнуть как в глубины космоса, так и в микрокосмоса. Одним из таких универсальных фундаментальных законов в естественных науках является закон сохранения материи. Открытия последней четверти 20 века в области ядерной физики разрушили эту фундаментальную точку опоры современной физики. Основной закон физики, закон сохранения материи, был уничтожен результатами экспериментов физиков-ядерщиков. Суть этого постулата в том, что материя ниоткуда не появляется и никуда не исчезает. Применительно к синтезу частиц в ходе ядерных реакций этот закон можно записать в следующем виде: m1 плюс m2 больше m3. Другими словами, масса, возникшей в результате синтеза частиц, должна быть меньшей или равной совокупной массе частиц, ее создавших. Результаты экспериментов ввели физиков-ядерщиков в состояние шока, из которого они не в состоянии выйти и по сей день. Все дело только в том, что в некоторых экспериментах масса возникшей материи порой на несколько порядков превышала совокупную массу частиц, ее создавших. m1 плюс m2 в 2 раза меньше m3. Реальные эксперименты, реальные приборы, а результаты абсолютно фантастические. Вещество появлялось из ниоткуда. Причем отклонение результатов от закона лежит не в пределах погрешности приборов. Приборы с погрешностью более 5% практически не используются для научных исследований. Поэтому в случае, когда результаты на несколько порядков отличаются от ожидаемых, погрешность приборов никакого значения не имеет. Дело в том, что у ученых нет и не может быть никакого объяснения. Те явления, которые они наблюдают посредством приборов или визуально, есть проявление реальных законов природы. Реальные законы природы формируются на уровне макрокосмоса и микрокосмоса. Все, с чем человек соприкасается в своей жизни, находится между макрокосмосом и микрокосмосом. Именно поэтому, когда человек с помощью приборов смог заглянуть в макромир и микромир, он впервые столкнулся с законами природы, а не с их проявлениями. Материя не появлялась из ниоткуда. Все гораздо проще и сложнее одновременно. То, что человек знает о материи и думает как о завершенном, абсолютном понятии, на самом деле является лишь маленькой частью этого понятия. Материя действительно никуда не исчезает и ниоткуда не появляется. Действительно существует закон сохранения материи, только он не такой, каким его представляют люди. Физически плотное вещество – только одна из форм материи, воспринимаемая человеком через органы чувств. А теперь давайте проанализируем представления о самом пространстве, на которых образуются современные научные представления. Пространство принимается трехмерным и одномерным. Хотелось бы уточнить, что окружающее нас пространство воспринимается нашими глазами как трехмерное. Предназначение наших глаз, оптических датчиков, созданных природой, обеспечение адекватной реакции на окружающую нас природу. Наши глаза позволяют нашему мозгу создать точную картинку окружающей природы, без которой человек просто не может существовать как живое существо. При этом глаза человека адаптированы к функционированию в газовой среде, которую представляет собой атмосфера планеты.
Картинку, которую мы видим, принимаем за трехмерное пространство. Но если мы погружаемся в водную среду, которая по нашим понятиям тоже трехмерная, то в этой среде наши глаза будут давать искаженную картинку этой среды, что не позволяет нам правильно ориентироваться в ней. В то время как глаза морских животных позволяют им ориентироваться в водной среде без всяких проблем, ориентация их в воздушной среде будет также нарушена, как и наша водная. В воде видимая нами картинка будет отличаться от трехмерного изображения, к которому мы так привыкли. Получается, что водная среда чем-то качественно отличается от воздушной. И это отличие не только в отличие плотности расположения молекул друг относительно друга и качественного состава этих молекул. Безусловно, эти факторы имеют значение. Вопрос только в том, только они ли? В этой точке мы подошли к вопросу однородности пространства. Однородно ли оно?